Привет, мои дорогие. Я никуда не пропал. У меня просто... Я в конце расскажу, что произошло. Это называется испанский день или день по-испански. Но все расскажу, это очень уважительная причина. Отдохнули чуть от меня, я чуть от телефона отдохнул, но в любом случае все у нас отлично. Начнем с заголовка. Заголовок очень простой и он абсолютно несложный. Это слова Трампа. Если ему не нравится наш план, он может продолжать воевать дальше. Это, конечно же, он сказал о Зеленском. Там были еще другие вопросы всяческие, еще его ловили там на подходе к самолету. Но все было к одному, что не хочет принимать план, иди воюй, все. Но без уже помощи США. И есть главная причина этого всего, это бриты. Бриты понимают, если остановить сейчас войну между Украиной и Россией, то США при Трампе помирятся с Россией и начнут налаживать какие-то контакты, какие-то там дружеские отношения и так далее. Чего не нужно бритам, понимаете? Бритам, демократам, все эти неоконсерватам и всей этой шобли-бобли и так далее. Поэтому, конечно же, война будет всех там злить против друг друга, вы понимаете, да, ставить на разные стороны, с Америку делать врагом для России и так далее, тем, что она будет помогать Украине или хотя бы этой коалиции. А Трамп это тоже прекрасно понимает, и Джей Ди Венс прекрасно понимает. И знаете, в чем проблема у Зеленского, я вам так скажу. Это называется такая, знаете, ирония Зеленского. Он пытался убежать от преследования по делу Миндича за воровство и прибежал к другой проблеме. И как говорят уже НКОшники, ну эти нацики, да, как они говорят, ну их организации, что мы тебя убьем, если ты примешь этот план. Понимаете? И у Зеленского проблема. Ну, они, конечно, по-другому пишут. Они пишут с матерными словами. И у Зеленского проблема. Они его убьют, если он план не примет. Точнее, примет. А если он план не примет, то его убьют с другой стороны. И Зеленский попал в самую тяжеленную торбу. Знаете, это когда человек, который никогда не относился к чему-то серьезному, начинает, ну вот же, понимаете, это ж комик. Он медийный продажник, да, он там, может, успешно в этом деле был и так далее, но это не его поприще. И его тут хорошо отыграли. Не разыграли, а отыграли. Очень хорошо. Причем с двух сторон два профессионала. И в этом проблема. Он решил, его прибили. И его либо свои прибьют, либо прибьют не свои. Но от США он уже нигде не спрячется. То, что делают европейцы, понятно, что... Сам Зеленский на начале войны, есть кадры, гуляет, там таблетка от памяти, где он заявлял о том, что некоторые страны хотят, чтобы были затяжные конфликты. Но ценой чего они хотят? Ну, с Россией имеется в виду. Ценой крови. А сейчас он, видно, ему дали бабок за это. Сейчас он даже не смотрит на эту кровь, даже не вспоминает эти слова. Окей. По фронту мы сегодня не говорим, потому что по фронту там все стабильно. Ну, как бы на выходные там кто-то не хочет где-то что-то выкладывать, где-то пытались там Украина атаковать, с техникой их там сожгли. Ну, короче, где-то кто-то что-то там, ну, нету таких суперсерьезных продвижений, по крайней мере, у меня. Я вот смотрел целый день я сегодня смотрел, просто записать не мог, я объясню, по какой причине. Но целый день я был на новостях, и фронт не особо двигался. Ну, я имею в виду в информационном поле. В реальности он мог двигаться семимильными шагами, а в информационном тишина. Окей, начнем с заявления Джей Ди Венса. Дорогие мои, это тот человек, который хочет действительно дружить с Россией. У него есть футболка СССР. Наш человек, дорогие мои. Это вот здесь он пишет, Венс, что любой мирный план – это урегулирование между Украиной и Россией. Точнее, любой план мирного урегулирования между Украиной и Россией должен, первое, прекратить убийство, сохранив при этом суверенитет Украины. Второе, быть приемлемым как для России, видите, он на первое место ставит Россию, так и для Украины. Третье, увеличить шансы на то, что война не возобновится. Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация
ну, имеется в виду Трампа, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах. Существует иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, оружия или санкций, победа будет близка. Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазии. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире. О чем я вам и говорил. То есть люди, как вот он их правильно назвал, неудачливые. Это Зеленского, да? А посмотрите, кто сейчас в дипломатическом мире. Одни соросята сидят. Ну, серьезно, одни соросята. Этот Мерс, это вообще не политик. А там это, как ее, министр бывшая обороны, это бегала, прыгала по батутам, там, я уже, Анна-Лена Бербек. Это что же соросенок? Макрон соросенок. И другие, там же куча соросят. Нет дипломатов, и он как раз их называет неудачливыми. Но вы уж понимаете, да, вот этот вот тонкий намек на умных людей. И вот я же вчера рассказывал, да, вот именно как Трамп вместе с новым мэром Нью-Йорка, который был против Трампа, сейчас уже за Трампа, да, как он говорил, да можешь ничего не объяснять. Можешь вообще им ничего не объяснить. Это просто ты зря потратишь время. Вот это вот ум, понимаете? Раньше Трамп, он был такой, он был вспыльчивый. Вот, ну, короче, вы все это видели. А сейчас вот мудрость к нему почему-то приходит. Наверное, благодаря Венсу. Потому что Венс, он просто пропитан этой мудростью, я вам так скажу. Сейчас хочу показать одно интересное видео. Вот, это то, что касается Беларуси. Ну и мы чуть-чуть послушаем, а потом перейдем ко второму видео. Тут тоже очень много интересного, дорогие мои. Поехали. В развитии достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, На этом хватит. Тут 30, там у нее длинный спич. Ну, давайте заметим, что у белорусов в администрации появилась дама. Ну, я ее не наблюдаю. Ну, как бы не наблюдал. Это очень хорошо, потому что у России есть Захарова, у Трампа есть Левит, а здесь вот появилось имя, ее не видно. Не заявляют. Ну, вот хорошо, появилось. Вот. В Украине нет, там какие-то зомби, блин, серьезно, какие-то, я не знаю, их же там обнаждачку труд. А теперь посмотрим, кто же все-таки эти у нас освобожденные, дорогие мои. Внимательно смотрим, кто это такие. Туда поехал сам Буданов, чтобы вы понимали, встречать их. Смотрим. Ух ты, ничего себе, посмотрите. Я думал, там какие-то бойцы, а вы посмотрите, кто это. Видите, смотрите, обнимашки и все остальное. Сейчас одна, вторая, третья. Ух ты, дорогие мои. Сейчас там их Буданов будет встречать, этих дамочек. Сейчас я вам скажу, кто это такие. Вот она там кому-то звонит. Ладно, бог с ним, не будем дожидаться того Буданова. Это самки Зеленского, дорогие мои. Потому что, ну, как бы... Они считают, вот, что в Украине они неприкасаемы, а в Европе они тоже неприкасаемые, да, и вот они их отправили туда, в Беларусь, как раз расшатывать. Смотрите, там мужиков нету, там одни самки, 31 самку туда, точнее, там поймали. Потому что эти самки, они там готовы были раздеваться, бегать обмотанные в украинских флагах, рассказывать о неньке, да, о гидности, обо всем, о том, что Россия напала и может напасть на Беларусь, и все остальное. Самочки. Вот их здесь, в Испании, просто немерено. Они мерзкие, я вам скажу. Серьезно, их просто здесь немерено, этих самок, которые как раз находятся там за свои какие-то гонорары, которые им платит НКО, непосредственно НКО им платит, и из американского бюджета уже этот бюджет перекинули на британцев, на немцев, на французов. То есть они уже там пополам. Вот для чего они ищут бабки. Для того, чтобы поддерживать и вот эти НКО, и НКОшниц вот этих вот самок. Для
для того, чтобы эти НКОшницы, вот здесь вот они сидят, да, они как раз там организовывают там нападения на кого-то, да, там организовывают какие-то там интернет-нападения, жалобы и так далее. То есть там и какие-то, вот насколько я помню, еще где-то в 24 году, да, когда на Шария делали нападение, организовывали НКОшницы. И именно НКОшницы, не НКОшники, а именно НКОшницы организовывали. Вот именно самки. Вот кого Лукашенко не будет смотреть, да, там мальчик, девочка, уехала, покушала баланды белорусской, и вот там американцы поговорили с ними, и, ну, конечно же, не американцы. Ну, там свои жесты доброй воли, ну и, как понимаете, да, что произошло? Поехали дальше. Макрон предупредил о возможной утрате значения G20. Он отметил, что группа 20 не справляется с решением мировых кризисов, что ставит под угрозу ее дальнейшее существование. Объясню, что произошло. Они собрали в ЮАР, да, вот эту вот там шайку из 20. Ну и не шайку, там адекватные есть страны, конечно. И попытались им пропихнуть вот эту вот свою политику. Ну, то есть у них сейчас финансовые проблемы вот в том, чтобы продолжать дальше, да, там кошмарить Россию. То есть, ну, как Зеленский говорил, что вот там некоторым странам, а именно, да, Британии, очень важно для того, чтобы Россию истощать вот такими вот боями, да, вот. И не дать ни в коем случае остановиться для того, чтобы Россия пошла в сотрудничество с Соединенными Штатами, потому что это будет новая страница истории, причем она такая кардинальная, да, то есть враги, когда станут лучшими друзьями. И вот они там вот эту вот свою там пропаганду, вот этот свой нарратив пытались там продать, и он никому не нужен там. Особенно после дела Миндича. То есть все прекрасно понимают, что деньги просто тупо украдут. И все. И вот он начинает заявлять, что G20 это бесполезное, да, там, абсолютно бесполезное, ну, вот, сборище людей. Ну, так они могут не собираться там. Это ж ты их там собираешь, специально, чтобы поклянчить деньги. А потом их на них обижаешься. Окей, поехали дальше. Немецкий военный эксперт высказал мнение о том, что Трамп стремится избавиться от Зеленского, чтобы восстановить торговые отношения с Россией, дорогие мои. США при Трампе, и именно поэтому Трамп и Венс делают такие заявления, живут в иллюзии, что они смогут снова заключить крупные сделки с Россией, и что Украина стоит на их пути. Они хотят убрать Украину с дороги. Ну, он правильно это подметил. Но он подметил с другой стороны, то есть на опережение он пошел, да, то есть когда все узнают, что действительно Британия не хочет сделать мир, ну, мир сделать, да, для того, чтобы... Ну, по факту это будет мир между Соединенными Штатами, только новой администрации и Россией. И вот они это все прекрасно понимают. И вот идут на опережение такое, чтобы ты не подумал, да, может быть. Ну, все равно это, знаете, схавается кастрюлями. Ну, не нам. Мы по-другому немножечко мыслим. Теперь смотрите, тоже интересный посыл. Есть такое чмо Сергей Нагорняк. Его никто не знает. Это чмо, просто ему дали текст, оно там зачитывает. Но вот что интересно. Верховная Рада не поддержит мирный план Трампа по войне в Украине. Это заявляет это чмо. Оно никто, ничто, лицо не Медина, просто какое-то чмо, бывший фотограф там или обувь чистил где-то, его просто взяли, как вот НКОшники, берут просто всех с улицы, там, он получал 100 гривен в месяц, ему сказали, теперь ты будешь получать 100 тысяч долларов в месяц, понял? Тот до сих пор приходит в себя после этой цифры. И вот чмо вылазит на экран и говорит о том, что Верховная Рада. Я вам просто хочу вот просто подчеркнуть подмену понятий. Чмо какое-то, no name, реально он депутат, но no name, его никто не знает, кто ты такой, Нагорняк. No name, но заявляет, что вся Верховная Рада не поддержит. Вся Верховная Рада. То есть no name от своего имени подписывает и делает подмену понятий на всю Верховную Раду. Чтобы вы понимали, как сейчас работают. Они сейчас там включили все рты, которые только могут, которые переубеждают под такими соусами, такими, господи, там все плохо. Все плохо. Первое. Миндичгейт был плохо. Они языки в жопу засунули. Пошли туда на мирный трек, их там поймал Трамп вместе с Путиным.
И сейчас все плохо у них. Они не знают, как выкрутиться из этого. Зеленский выходит, там чуть ли не плачет, стонет. Сейчас вот эти головы... Я не могу их сюда ставить, бо це на українське, це так зарыгано выглядит и очень плохо, плохо очень. Окей, поехали дальше. Офис Зеленского попытается вместе с европейцами переубедить Трампа на переговорах в Швейцарии. Окей. Переубедят. Переубедят. Так сам Трамп отвечает. Если он откажется, он пойдет воевать дальше. Фронт-то не останавливается. Я не знаю. Они такие думают, что у Трампа кран по фронту. А Трамп прекрасно понимает, что, во-первых, эта зима будет аномально холодная, потому что даже здесь 9 градусов. Такого не было никогда, что в ноябре. Тут до января ты ходишь в шортах. 17, 20, даже 25. 9 градусов. Это, говорят, реально аномально холодная зима будет. И он это прекрасно понимает. Второе. Я сегодня разговаривал со своими друзьями из Голландии. Они говорят, что мы уже давно там не одевали, еще пока жили в Украине, одевали там на себя пуховики и все остальное такое. А там уже, отвыкли. Я сегодня был в Декатлоне, поехал в Декатлон, да. Там я по своим делам поехал. Там стояла очередь из испанцев, огромная очередь. Они себе гребли куртки, они гребли себе свитера, потому что было, супер холодно. Вся неделя холодная. Я не буду говорить, я тут в селе живу, да, там одно. Я не буду говорить место и локацию, но я вам просто скажу, что аномально холодно. Так я веду это к тому, дорогие мои, что Трамп это тоже прекрасно понимает, что при аномальном холоде украинцам будет плохо. А мразь выходит и рассказывает о том, что украинцам будет холодная зима, либо хана. А хана в чем? В том, что украинцы потеряют союзника там главного, да, а еще вторая подмена понятий, что они потеряют державность. Хорошо, окей, давайте так. Вот у меня есть знакомые украинцы с Болграда, да, они гагаузы. Они сидят, торгуют на 7-м километре сейчас. И он сидит и печалится такой: господи, товар не продается, там вообще все очень плохо как-то. Но державность важнее, понимаете? Державность важнее. И он сидит и думает: господи, Зеленский, не сдавайся, держи эту державность, готов сидеть на семике здесь, есть, не знаю, там собак буду подъедать, которые там бегают, их уже там, наверное, сожрали. Но я буду переживать за державность. Где-нибудь в Мукачево сидит, там тоже голову ломает за державность, да? Где-нибудь, я не знаю, в Николаеве тоже сидит, ломает голову за державность. Думает: да бог с ним, пусть еще 500 кабов к нам прилетит, я лучше поддержу Зеленского за то, чтобы мы не потеряли суверенитет и державность. Вот в чем подмена понятий. Людям-то, по сути, насрать на этот суверенитет и державность. А им важно. Им важно, потому что они в этом поле этого суверенитета будут хозяйничать, воровать, грабить этот народ, обманывать. Делать с ним все, что хочешь, ловить как собак и все, и отправлять. А когда суверенитета не потеряют, то юрисдикция будет совсем другая. И там не будет людей ловить как собак на улице, а они не смогут там копать, продавать, обманывать, кидать кого-то, грабить и многое другое. Ничего не смогут сделать. Это их проблема с державностью и суверенитетом, а не людей. Людям нужен хлеб, вода, тепло, все, еда, спать, детей водить в школу, в сады, в теплые, играть на детских площадках, рынки рабочие, Zara, H&M, там другие всякие вещи. Вот что нужно людям, а не подмена понятий. Окей, еще раз говорю. Убедили Трампа. У Трампа нет крана. Вот, чтобы там чик выключить и фронт остановился. Нет этого крана. Холод. Отсутствие света. Я вон разговаривал со своими знакомыми. Говорят: мы не можем под одеялом согреться. И много всего. Шахеды. Зато убедят Трампа. Да. Что?
Я понимаю, если бы они убедили Трампа и перестали шахеды летать, ну, другое дело. Так шахедов еще больше будет летать, если они его переубедят. Ну да ладно, пусть переубеждают. Трамп так и сказал, ну окей, хорошо, переубеждайте, без разницы. Вот испанская, не испанская, а итальянская, да, там газета сделала карикатуру. Это Il Fatto Quotidiano, я не знаю, как правильно пишется. И вот они типа подкалывают Трампа, что он убрал 28 пунктов, оставил 2, на котором написано «заткнись и подписывай». Ну типа продавай свой суверенитет. Тут же Джей Ди Венс говорит о том, что он спасает и суверенитет, и спасает жизни людей, а они все ставят вместе с этими НКОшниками-мразями, что нету суверенитета, что суверенитет заберут, Украина останется без суверенитета. А это основной триггер для того же Гагауза, да, с Болграда на его рынке, или кого-нибудь из Николаева, да, который сидит и кап прилетел. Куда прилетел? Света нет. И он там сидит. Главное, суверенитет не сдали. Вот это главное. Венс говорит о том, что останется суверенитет. В договорах прописан первым пунктом суверенитет Украины. Но смотрите, как падлы грамотно меняют понятие. А для чего? А для того, чтобы продолжать войну дальше. Вот и все. Ну и продолжайте дальше. Окей. Появится какой-нибудь Ермак-гейт, которого они еще не довели. Теперь хочу показать одну интересную вещь. Вот это вот Тернополь-гейт называется, да? Число жертв российского удара по Тернополю выросло до 33. Смотрите, сколько цветов-то навезли. Посмотрите. Вы видите это? У людей денег нет, а сколько цветов навезли? Там 33 человека. А сейчас объясню, что это такое. Это тоже Харьковский детский садик. Они думали, там кто-то навел на... Ну, знают журналисты, да. Потом это все вскроется. Кто-то навел эту ракету туда. Вот она туда приземлилась, эта ракета, специально, да, для того, чтобы сыграть вот этими жертвами на Трампа. Так же, как вот с садиком из Харькова. Но не сработало. Не сработал. Все, просто выучили их наизусть. И поняли, для чего они это делают. И Дмитриев на дежурстве постоянно там находится, в Америке. Погнали дальше. Европа отправила в США переработанную версию из 28 пунктов Трампа. Точнее, переработали и сделали свои пункты. Что касается Европы, дорогие мои, вот скоро увидите, 300% пошлин. И все, и все по щелям сразу же разбегутся. 300% пошлин. Там каждый отмазывался. Британия отмазывалась отдельно, да, там Голландия отдельно отмазывалась, Еврокомиссия отдельно отмазывалась, Мерц отмазывался. Мерц уже звонил, 15 минут хватило, я вам рассказывал, да, для того, чтобы его Трамп куда-то там послал задолго и за горы. Второе, Трамп не хочет встречаться с Зеленским, если вы не заметили. Зеленский разговаривал с Венсом. И все, Венс, он не будет убеждать его в чем-то, он ему просто... Венс даже его слушать не будет. Для Венса, он, сам Зеленский заявляет о том, что Венс не любит его, не на его стороне. Ну, потому что Венс, он немножечко умнее, грамотнее и, ну, моложе, понимает, на чем играет Зеленский, это раз, и кто такой Зеленский, это два. Поехали дальше, дорогие мои. Вот тут журналист один, да, из британской газеты, Нил Фергюсон, сделал заявление, очень-очень хорошее, дорогие мои. Журналисты могут возмущаться им также, имеется в виду планом, как возмущались планом из 20 пунктов по Газе, но войны не заканчиваются статьями. Войны заканчиваются либо победой, либо компромиссом. Этот план подтверждает суверенитет Украины. Внимание! Он предоставляет Украине гарантии безопасности, подкрепленные США, и предусматривает восстановление Украины, написал Фергюсон. Если вы хотите вернуть территории и судить Путина, вам нужно выиграть войну. И если говорить реалистично, Украина никогда не была в состоянии победить Россию, добавил он. Фергюсон также считает, что война, точнее, в случае отказа Украины от плана продлится еще на 1 год, что создает большие риски для Украины.
Поэтому я надеюсь, что Зеленский воспользуется своим красноречием, чтобы объяснить, почему сейчас самое время для переговоров. Украинцы героически боролись за свою независимость. Теперь пришло время закрепить достигнутое дипломатическим путем, добавил Фюргенсон, чей пост перепостил Джей Ди Венс. Хочу сказать вот именно по поводу независимости, борьбы за независимость. Она почему-то начала яркими красками отыгрывать еще в 2014 году, в 2013 даже. Борьба за независимость. Так Украина и была независимой. Но как начала бороться за независимость, непонятно какую, лишилась Крыма, Донецка и Луганска. Началась война. Второй раз Зеленский решил там про независимость. Очень удобно, понимаете, очень удобно воевать не своими детьми, не своими родными. Я еще раз хочу напомнить. Посмотрите состав национальностей, да, в офисе президента. Там нету украинцев, которые будут переживать за украинцев. Поехали дальше. Россия с помощью мирного плана хочет разъединить Украину и США. Это вот «Поехали дальше» называется, да? То есть вот это вот сегодня весь день вот в таких бросах был. Ну и Виктор Орбан, как обычно. Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине, и они ничего не получат. Европа должна поддержать план Трампа. Это заявил Орбан. Такой, знаете, именно такой, ну, свой пацан на вражеской территории. Поехали. Власти Германии, вот тоже интересная статья, вопреки заявлениям представителей правительства, знали о новом мирном плане США по завершению войны в Украине с конца октября, дорогие мои. Сейчас уже середина. Какой уже конец ноября? Пишет газета Zeitung со ссылкой на собственные источники. В структурах безопасности, которые конструируют, точнее консультируют канцлера и его штаб по геополитическим вопросам, были в курсе еще 29 октября, пишет издание. По его данным, германские службы знали детали, а Национальный совет безопасности обсудил их 11 ноября. Проект документа был передан 4 ноября ведомству федерального канцлера по защищенным каналам, отметил Берлинер. Все это сопровождалось сигналами о том, что ведется работа над сделкой по постепенному регулированию конфликта. То есть немцы тоже знали об этом, и американцы им передавали данные и согласовывали с немцами. То есть немцы, получается, когда все это вышло, да, там в информационное поле, отмазывались. Ну, типа, Трамп берет газету и читает, что мерзкий Мерц начинает говорить о том, что я разберусь, я буду лично бороться. Он ему звонит и говорит: ты черт сраный, я же тебе в курс ставил еще с конца октября. Да, Доня, это же перед ними, и все. И все. Тем не менее, глава МИД Йохан Вафледрон, 19 ноября утверждал, что США не информировали германскую сторону о подготовке плана. В то же время, после того, как детали плана просочились в СМИ, в Берлине началась паника, а канцлер Мерц начал судорожно звонить европейским коллегам, пишет издание. Аж на опережение пошел. На опережение, дорогие мои. Ну и сейчас я вам еще одного черта хочу показать. Именно черт. НКОшный черт. Вот. Сейчас оно будет хрюкать вам тут. Ну, послушайте это хрюканье, я вам переведу его. Тільки що дивився промову президента. Ну, я не думаю, що він підпише ті 28 пунктів. Бо ми його знесемо просто. Ніякої капитуляції. Все, черт прохрюкал, никакой капитуляции. Вот это, я вам скажу, там еще один писал там одну хрень. Там. Вот еще один НКОшник. Читайте там, вот что они там пишут, что Зеленскому будет добить там то-то. Вот.
это те, которые прекрасно знают, что когда закончится война, они просто останутся никем и ничем. Вот я сегодня в телеграм-канал писал об этом, да, что после окончания войны вернутся продажники нормальные, да, вернется там куча всего, да, там и недвижка начнет строиться, строители, дороги, машины продаваться будет, там железо всякое, что-то будет производить предприятия, фабрики, заводы и так далее. То есть начнется какой-то обычный нормальный человеческий движ, который всегда был. Всегда был, да, там программное обеспечение, еще какие-то разводники, будет кто-то там какие-то проводить маркетинговые кампании, короче, как жили, появятся там какие-то музыканты, да, какие-то новые певцы, солисты, новая кровь молодая появится, танцоры, я не знаю, балеты, жизнь затечет, да, появятся туристические маршруты, прогулки, мотоциклы, велосипеды, сноуборды, лыжи и так далее. Вот это то, что вот сейчас для них. Это они сейчас, да, там катаются и чувствуют себя королями. Кем будет он? Вот это чмо, это черт, кем он будет? И тот, который вот там писал. Никем. Просто никем. Это ничтожество, которое прекрасно понимает, что война его кем-то сделала. Что без войны он ничтожество. Он не сможет жить, существовать, как-то, я не знаю, там, организовывать свою жизнь и так далее. Потому что это ничтожество, которое, пользуясь войной, живет, да, можно так сказать, заняло какое-то свое место, там, какого-то жополиза, да, там, и существует, ну, живет, наслаждается жизнью. А когда поменяется все, когда страна войдет в нормальный курс, то появятся новые звезды, новые блогеры, новые... Да, Господи, я этого хочу. Мне та жизнь нравилась, понимаете? Очень нравилась. А на мне, ну, всякие разные люди, всякие приколы, всякие там, я не знаю. Я тоже исчезну сразу же, потому что это будет уже не мое время. И все. И я счастлив буду, понимаете? Что мое время, вот оно закончится, оно закончилось. И все, и я войду в жизнь к своим детям, к обучению их, к своим тренировкам, к своим каким-то увлечениям, да, которые были просто в обычной жизни. Я к этому стремлюсь. И мы все к этому стремимся, вернуться в нашу нормальную человеческую жизнь. Но эти мрази этого не хотят. И их очень мало. И вот они выходят и угрожают там Зеленскому, мы тебе знесемо и так далее. Понимаете причину, да? Потому что мрази живут как раз благодаря этой войне. Ну ничего. Ничего. Ему там вспомню тоже все. И так далее. Интересная тоже статья. Умеров заявил, что в Швейцарии в ближайшие дни состоят переговоры между Украиной и США. Ну, там должны были быть европейские партнеры. При участии европейских по мирному плану. Ну, европейцев потом в конечном итоге убрали. Но вот смотрите одну интересную вещь. На сайте президента уже появился состав украинской делегации на переговорах. Ее возглавит Баба Яга, да, как его там, Али-Баба, Андрей Ермак. Поехали дальше. Навроцкий тут вылез. И я же говорю, они сейчас все механизмы запустили для того, чтобы этот мирный кейс, понимая прекрасно, что бриты говорят, надо воевать, зачем, не надо, они ж помирятся. А Россия с США, где мы останемся, нас выкинет на берег куда-то там с дерьмом. Любой план мирного урегулирования по Украине не должен приниматься без Киева, об этом заявил президент Польши Навроцкий. Навроцкий, тот, который шел, говоря о том, что он не будет никогда поддерживать там Киев и все остальное, соросиный помет. Поехали. Это у нас многочисленные митинги против Ермака, кстати. Смотрите, посчитайте количество мусоров гуляющих. Вот один идет такой, типа, я просто проходил мимо. Мусоров больше, чем обычных людей. Просто в камеру попадает там какая-то горстка людей. Видите, насколько немноголюдные митинги. Это по двум причинам. Первое, никто не спонсирует их, эти митинги. Ну, USAID не спонсирует, да. А второе, ну и Порошенко не спонсирует. А второе, это боятся. Смотрите, какое количество мусорья ходит вокруг них.
The Guardian пишет, что делегация высокопоставленных американских военных чиновников во главе с министром армии Дэном Дрисколом провела переговоры с Зеленским в четверг в Киеве. Трамп назначил Дрискола, друга и бывшего одноклассника Венса, своим новым специальным представителем, то есть неподкупным. Вместо Келлога. Келлога нафиг выкинули. Группа американских генералов, по словам источников США, вероятно, отправится в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить мирный план с Кремлем. Путин тоже защищает все эти пункты. Он тоже сегодня делал заявление, что он не примет поправки, которые будет делать. Хочу объяснить всем сразу же. План писали не Трамп, не Рубио в одиночку вместе с Украиной. План писали Дмитриев, а Дмитриев от себя не может туда воткнуть, и Рубио вместе с Венсом. А потом бежавший от уголовного преследования Умеров по звонку от Зеленского принял этот план для того, чтобы спасти жопу Зеленского и уйти в мирный трек. Ну, вы знаете, чем это закончится. Ну, для Зеленского. В любом случае мы в выигрыше. Вот я вам так скажу, мы в выигрыше. Они развернутся, они откажут, они переубедят Трампа. Но Трамп же их не убеждает. Трамп им говорит о том, что ну окей, вы меня убедите, вы будете дальше воевать. Люди будут гибнуть, мерзнуть и все остальное. Окей, я просто хотел помирить вас. Ну, а вы не хотите. Ну, хорошо, умирайте тогда. Вот что происходит. Мы в любом случае в выигрыше. Я имею в виду, мы те, кто хотим мира. Потому что он быстрее так придет. Быстрее. Потому что капитуляция – это тоже мир. На самом деле. Только быстрый. Ну и по поводу Умерова. По данным Reuters, в конце октября в Майами состоялась встреча с участием представителя Трампа Уиткофа, зятя президента США Кушнера, представителя Путина Дмитриева и Умерова, дорогие мои. Умеров рассказывал о том, что... Смотрите, какую они сделали схему. Это чисто кучмовская схема, я вам говорю. Объясню почему. При Кучме эта мразь, когда понимала, что страна идет просто в крутое пике, он наодалживал денег у кого-то, попродавал все, что только можно было, чтобы только остаться на плаву. Ну, чтобы не ушло в дефолт. Ну, все знают, да, там не Путин, а Кучма типа спас от дефолта. Он сам туда затащил. А как он спас? Он натянул вот эти вот иностранные инвестиции, себя. Он там и у России одолжил денег, и там натянул их всех, наобещал, а потом натянул этих инвесторов. Вот что он сделал. Это нормально для них. То есть они продают все, в том числе и подписывают любые бумаги для того, чтобы остаться на плаву, а потом всех кидают. Вот так и Порошенко делал. То есть это нормально, это по-кучмовски, это не по-украински, это по-кучмовски называется. Так вот, что они сделали. Он в страхе подписывает эти бумаги, соглашение он подписывает, именно подписывает. А потом он говорит, я этого не делал. Меня там не было. Это все ложь. В результате встречи был разработан план из 28 пунктов по прекращению войны. Двое людей, осведомленных о встрече, сообщили, что Умеров, бывший министр обороны, также находился в Майами в начале этой недели и обсуждал план с Уиткофом, сообщает агентство. Почему они пишут «Уиткоф пошел на»? Почему они не пишут «Умеров, умри»? Уиткоф рассказал Умерову о плане и о том, что Соединенные Штаты передали план Украине через турецкое правительство в среду, а затем напрямую представили его в Киеве в четверг, пишет Reuters. Сам Умеров отрицает какое-либо участие в разработке плана и обсуждении его пунктов по существу. Однако позавчера о том, что секретарь СМБО поддержал большую часть плана, сообщила также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Украинская политика, окей. Я вот тут на стороне Трампа сейчас на самом деле, потому что он правильно говорит. Если ты не принимаешь, да мне пофиг. Погибай, умирай, падла. Поехали, сейчас вот будет тут кадры Измаила, да, Орловка. Люди стоят там все в курточках, с ножки на ножку. Они стоят на румынской стороне, чтобы вы понимали. Орловка – это пункт, где идет паром через Дунай
до Румынии. Я уже не помню, как называется, на румынской стороне, где паром этот перевозит людей, там машины просто небольшие, а там, потому что другие, они идут там через Джурджелешты. А тут именно они стоят вообще, да, там ножки даже поскрещивали и наблюдают, как бомбят Украину, Орловку. То есть там мало того, что на Орловке стоит КПП, да, там если нет парома, они там на паром, если ты едешь, то налево уходишь туда, а если едешь через мост, через Молдавию, Джурджелешты, да, то уходишь туда направо, ну или прямо там, грубо говоря, идешь. Вот они вот этот КПП разбомбили нафиг. Говорят, что там были фуры со стингерами, насколько я знаю. Потому что с румынской стороны тоже говорили, что румыны очень легко пропускают вот такие огромные фуры, ну, для того, чтобы там... Ну, короче, вот причина была, почему били по этим Джурджелештам. Потому что там показывали грузовики разбитые и так далее. Поехали дальше. Ну, и вот слова Трампа, и, наверное, на этом... Да, на этом мы и закончим. Если ему не нравится план США, точнее, он может продолжать воевать. Я думаю, если он не примет, США будет сдерживать свою поддержку Украине. Если Зеленскому что-то не нравится в нашем плане, придется сделать так, чтобы понравилось. Помните, я ему сказал в овальном кабинете, у тебя нет козырей. Вот что заявил Трамп. Он также сказал, что Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану. Эта зима будет очень холодной. Жалко очень сильно людей, дорогие мои. Даже человек, который не относится к славянскому миру. Я сегодня слушал его жену, Мелании Трамп. У нее такой хороший акцент, когда она говорит на английском, именно славянский. Вот. И мне кажется, что это ее позиция скорее. Она вначале была под, там, я не знаю, как это назвать, под влиянием скорее, да, там, Зеленского, который там, или этой Елены, конченой селедки сраной. Вот. А сейчас она нет. Сейчас она под другим влиянием. Под влиянием, что пора останавливать эту войну. Пора. Потому что кое-кто, кто говорил о том, что кое-кто хочет продолжать эту войну, чтобы кошмарить Россию, и невзирая на тех, кто умирает, сейчас вместе с ними принимают участие, чтобы продолжать Россию кошмарить дальше. Но кошмарят они-то народ украинский. И посмотрите, к 25 году, к концу, СЗЧ стало 80%. Я думаю, к 26 году, если дотянется туда война, вот, СЗЧ будет, наверное, 99%. Нету уже этих патриотов. Вот сейчас там их в котлах утилизируют, ну там хорошее количество этих патриотов. Их тяжело. Там на одного, чтобы найти патриота, нужно где-то 1010-20. Ну, я так думаю. Мобилизированных. Ну, таких. Либо он сам там придет где-то он там прятался, а потом такой, ладно, пойду я, короче, мочить их всех. Вот. И сейчас вот этих самых замотивированных в котле там такие фабы летают, адабы, УМПК, там такое летает, господи, я смотрю, бедолаги, что же... Ну, они боятся, их, конечно же, пугают там и командиры, что на пожизненный сядешь, тебя будут пытать и все остальное. Он думает такой, да ладно, я, короче, лучше буду сидеть здесь до конца, пару там поубиваю и с горилкой где-то там и сгорю. Печаль, дорогие мои. Хотя в этом плане идет большая амнистия. Ну, просто огромная амнистия. То есть всех отпускают. И пленных всех отпускают, и так далее. Ну, конечно, они там дезинформированы на фронте полностью. А они это учли. Чтобы люди не боялись там сдаться в плен, да, там. Потому что те, которые там сидят, им уже дали пожизненные сроки, они будут амнистированы. И с украинской стороны всех тех, ну, конечно, бы хотелось, чтобы нас не амнистировали, а просто реабилитировали. А людей, которых они осудили, отпустили. Ну, я имею в виду, которых там больше 10 тысяч сидит. Там за комментарии, за видео в ТикТоке и так далее.
Кошмар, 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 дорогие мои. Ужас. Зеленский, Кучма, мрази. 2. Подписывайтесь, кто не подписан. Вчера камера просто выключилась от перегрева, дорогие мои. Не смог я сказать вам, что я вас всех обнял.